Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Тэхён не смеется тут с Чингука. Он просит Вселенную дать ему сил справиться с тем, насколько сладкий его бойфренд. Он так влюблен. Чонгук шлепнул по бедрам Тэхёна. Они утонули друг в друге. Девятое место. Все мы знаем, что после этого Тэхён чмокнул эти милые губки. Тэхён сказал Чингуку: «Давай отправим нашу любовь навечно». Фанаты кричат: Чингук любит Ви. А Чингук был рад это слышать. Он так мило отреагировал. Реакция Чингука в этом прямом эфире до сих пор меня поражает. Он любит и его любят. Это самое важное. Восьмое место. Тот самый момент, когда твой бойфренд следит за каждой твоей расстегнутой пуговицей. До чего же приятно на них смотреть. Только парень имеет право любоваться телом Тэхёна. Тэхён так посмотрел на Чингука и скорее застегивать, а то дома прилетит точно. Самые теплые объятия в мире. У меня разрывается сердце. Чингук смотрит на Тэхёна, а когда Тэхён посмотрел, он отвел взгляд. Чингук, ты такой очевидный. Седьмое место. Умиляюсь мелкому Чингуку. Чингук, Тэхён тебя научит, как надо целоваться. Поверь, ты ему через пару лет фору дашь. Вот понимаешь, иногда я задумываюсь о том, что Тэхён сам себе вырастил и воспитал парня. Вы все помните, когда команда Spotify подарила Тэхёну подарок? Они должны были передать это непосредственно ему, сделать собственное шоу, но они решили доверить это Чингуку и транслировать на его шоу. Единственная причина в том, что Чингук парень Тэхёна, а Тэгу делят общий шкаф.
Чингук так схватил Тэхёна, не боясь разломать свое печенье. В эпизоде Ран было задание незаметно спрятать свой предмет, чтобы другой участник не смог его найти и сломать. Чингук положил в передний кармашек своей рубашки печенье, и оно не раскрошилось, даже когда он обнимал Тэхёна. Шестое место. Чингук не предпочитает звонки, но звонит Тэхёну поздно вечером, чтобы спросить о его местонахождении, и звонит ему по видео полураздетым, и это называется привилегией парня. Это довольно любопытно. Мы собираемся игнорировать тот факт, что Чингук сидел у Тэхёна между ног. Я просто промолчу. Пятое место. Новая вариация соблазнения? Чингуку определенно это понравилось. Он даже забыл о том, что нужно дышать. Чингук залип. Да ведь есть на что залипнуть. Красота какая, и все твое. Обворожителен Тэхён, глаз не отвести. Немного отвлечемся. Обновление новых концепт-фото Тэхёна. Как каждая его съемка выходит такой превосходной. Каждая. Он умеет делать нормально? Или надо обязательно превосходно? Наш смелый мужчина. Пусть все ненавистники и моралисты убьются об стену. Одинаковый пирсинг у Чингука и Тэхёна. Это любопытно. Это фото сделано в северной части Лондона, на железнодорожном мосту. А это фото сделано возле кафе Ice Coffee. Оно расположено недалеко от Уэмбли, на северо-западе Лондона, Англия. Это место является очень известным в кругу байкеров. Мы ведь все помним шлемы у Чингука дома. А что если... Ладно, я промолчу. Вопрос. У вас есть какие-нибудь теплые воспоминания из Великобритании с остальными участниками группы? Чингук ответил: когда я думаю о Великобритании, я много думаю о нашем концерте на стадионе Уэмбли. Это мечта артиста – выступить на стадионе Уэмбли. Поэтому я не могу забыть момент, когда я выступал на сцене с нашими участниками и фанатами. На табличке Тэхёна 1 сентября 2020 года самое запоминающее воспоминание. На табличке Чингука 1 июня 2019 года самое запоминающее воспоминание. Чингук на радио. Я давно не был в Великобритании. Думаю, наш концерт на Уэмбли был последним. У меня остались приятные воспоминания о том времени. Фотосессия Тэхёна возле стадиона Уэмбли. Соединяем точки. Чингук подписался на чей-то аккаунт в TikTok.
Чунгук подписался на Джейкоба Коллера, который является английским певцом, аранжировщиком, композитором, продюсером и мультиинструменталистом. Джейкоб комбинирует стили джаза, акапеллы, грува, фолк, электронной, госпел, соул-музыки и импровизации. Кстати, мы все прекрасно знаем одного любителя джаза – это Тэхён. Четвертое место. Я отказываюсь комментировать это без своих адвоката и священника. Как после таких моментов остаются те, кто не верит в их отношения? Они такие магниты, когда оказываются рядом. Им обязательно нужно быть еще ближе. Максимально близко, насколько это возможно. Это происходит снова. Они такие магниты. Третье место. Ну то есть Тэхён что-то там рассмотрел на своих ножках, решил показать это Чунгуку. Тот не поленился, встал для этого, посмотрел, понял, что это все еще его любимая лошадка, и сел обратно. Второе место. Тэхён начинает тереть лицо, и Чунгук видит это и делает то же самое. Чунгук зеркалит действия Тэхёна. 거의 비기너갱 찍은 거냐? Под термином «эффект зеркала» в современной психологии понимают ситуацию, когда оба партнера повторяют слова и действия друг друга. Причем происходить это может как случайно, так и осознанно. Копируя поступки и поведение партнера, человек пытается сблизиться с ним и стать родственной душой. В семейных отношениях, когда супруги много лет прожили вместе в любви и согласии, можно наблюдать схожесть в поступках, мыслях, фразах, а иногда и во внешности. В романтической связи, когда партнеры испытывают трепетные чувства, тоже появляется синхронность в жестах, интонациях и даже в ритме дыхания. Несколько научно доказанных причин, почему пары в конечном итоге начинают выглядеть одинаково. Наверняка вы замечали, что влюбленные в паре удивительно похожи друг на друга. Черты лица, мимика, интонация, привычки. Кто-то подумает, что это совпадение, но исследователи нашли этому несколько научных объяснений. Язык тела. Научно доказано, что партнеры со временем, сами того не замечая, начинают копировать язык тела друг друга. Жесты, какие-то неуловимые движения, позы. Например, привычка потирать лоб, касаться лица, покачивать ногой, улыбаться, прищуривать глаза или на мгновение отводить взгляд. Так психологи из Калифорнийского университета подметили одинаковую реакцию глаз у супругов, когда они слышали знакомую для них информацию. Ученые сделали вывод, что бессознательная мимикрия свойственна парам, живущим вместе. Особый способ общения. Когда говорят о схожести влюбленных, подразумевают не только саму внешность, черты и овал лица, цвет волос, цвет глаз, но и способ общения. У людей складывается особый способ общения, иногда понятный только им двоим, какие-то выражения, прозвища, шутки и странности. Более того, партнеры начинают отражать речевые паттерны друг друга, использовать одинаковые речевые обороты, акцент, интонацию. Общий опыт. Наконец, одной из главных причин схожести супругов ученые называют общий опыт. Совместная жизнь – это переживание множества впечатлений и эмоций, удач и неудач, горести и радости, потерь и приобретений. Брак – это общий опыт и история, который не может не отразиться на внешности.
Эмоциональная близость со временем начинает приводить к зеркальному отражению поведения супруга. Партнеры перенимают привычки, носят одежду в одном стиле, разделяют общие интересы. И чем дольше они в отношениях, тем больше похожи. В какой-то момент они обнаруживают, что действительно стали двумя половинками одного целого. Таким образом, исследователи приводят весомые аргументы в пользу того, что пары начинают выглядеть одинаково. Но все ли может учесть строгая наука? Бывает, что какие-то неведомые силы притягивают полных противоположностей. Наверное, любовь для науки так и останется неразгаданной загадкой. И это прекрасно. Тэхён, что творишь? Он посылает ему поцелуй, а потом хихикает. Это так смущает. Тэхён снова посылает поцелуйчик Чонгуку. Тэгу 10 лет назад. Как быстро летит время. У меня слезы градом, когда я вижу их таких молоденьких, еще не успевших познать всех тягот их мировой известности. Да, вот такая я сентиментальная. Потому что очень люблю этих мальчишек и хочу, чтобы они сохранили навсегда свою любовь и дружбу и были всегда вместе. Тэгу вместе пошли поддержать Юнги на его концерте. Они повеселились и снова собрались вместе, потому что у них обоих одна цель – незабываемый день в 2023 году. Первое место. Чонгук всегда в партии певицы Лата менял он на она, но в день, когда Тэхён пришел, он оставил часть он. Куда еще громче? Чонгук раньше был другим. Он сказал: «Я не принимаю поцелуи от парней». Также Чонгук, который сейчас счастливо активно принимает поцелуи от Тэхёна. Чонгук буквально кричит, что он принимает поцелуи только от Тэхёна. Хасок сказал: «Они делают это каждый день, как прием пищи, верно?» Юнги спросил: «Разве они не то же самое всегда делают дома?» На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!